Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Лунное затмение, ретроградный Меркурий, разворот Юпитера, астрономический Новый год и новолуние в Рыбах. Все это нас ждет в марте. Как сложится жизнь наша, будет, конечно же, зависеть от нас. Буду, ребят, рассказывать общий гороскоп для раков, а также нюансы для каждой декады. Их три, поэтому запоминайте, выделяйте для себя важное и нужное для того, чтобы качественно спланировать свое время. Ну что, дорогие, этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то первая декада раков – это все те, кто родился в июне. Вторая декада, если вы родились с 1 по 10 июля. И третья декада, если вы родились с 11 июля и до знака зодиака Лев. Если вы смотрите по асценденту, делите 30 градусов знака Рак на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада рака по асценденту. Ну что, ребят, у нас уже на небе включился ретроградный Меркурий. Он будет находиться все свое ретроградное движение и потом опять-таки директно в знаке Рыбы. Его период продлится с 26 февраля по 20 марта. Да, больше, чем 3 обычных недели, на которых мы рассчитывали, в самом эмоциональном знаке. Но для раков это будет неплохой какой-то жизненный этап, потому что ретроградный Меркурий делает гармоничные аспекты все-таки знака рака. Заденет все декады, просто у каждой декады будет по-своему отражаться. То есть на начало ретроградного движения сейчас по большей части чувствуют его веяние как раз-таки раки третьей декады. И я, дорогие, как раз-таки завершаются все ваши финансовые дела, связанные, скорее всего, с Нептуном или с Сатурном, который заканчивание финальный прогод по третьей декады рыб, да, поэтому здесь остаются еще какие-то вопросы договоренностей. И первую неделю марта еще, конечно, ретроградный Меркурий будет влиять на вас. То есть здесь постарайтесь сделать как можно больше, качественно договориться, решить свои финансовые вопросы, решить свои любовные вопросы, как это хочется вам, потому что сейчас на момент включения ретроградности Меркурий находится в соединении с Венерой, и при всем при этом очень гармоничный аспект с Ураном, то есть то, как вы решите финансовый вопрос, договоритесь в любовных отношениях, если у вас там были какие-то ссоры, скандалы в начале февраля, в январе. Поэтому здесь, конечно же, решайте, договаривайтесь, это должно сложиться очень хорошо у вас, дорогие раки третьей декады. У раков второй декады период ретроградного Меркурия будет вообще очень гармоничным таким моментом. Захочется вспомнить все то, что вы делали ранее, начать что-то такое большое, мощное, какой-то, возможно, даже проект, новое дело, кому-то захочется найти новую работу. У рака второй декады не просто ретроградный Меркурий, но еще и вообще весь март связан с таким большим явлением, как разворот Юпитера. И до 11 марта, пока не случится разворот Юпитера, будет как раз-таки тот момент, когда вы будете обдумывать, строить планы, договариваться, да, но все будет такое ощущение идти медленно. А вот с 11 марта, когда Юпитер развернется, и вот здесь как раз-таки в гармоничном аспекте с Юпитером, с Меркурием, с ретроградным, уже без Венеры, но тем не менее хорошая история будет в коммуникациях, в логистиках, в поездке, в обучении. Поэтому договаривайтесь, если вам в работе не хватает каких-то компетенций, набирайте их, все должно случиться хорошо. Юпитер связан с расширением, и вот здесь вы сами, дорогие раки второй декады, решаете, какое же расширение вы хотите в своей жизни, потому что Юпитер делает благоприятный аспект Солнцу раков второй декады, а это история расширения в семье или же расширения в профессиональном, социальном
плане. Особенно если Юпитер у вас находится в 10-м доме, в 6-м, во 2-м, либо же управителем этих домов является, либо же Юпитер вообще, в принципе, такая мощная, сильная планета в вашей натальной карте. Поэтому здесь, дорогие раки второй декады, рассчитывайте свои силы. Это такой хороший момент именно этого периода ретроградного Меркурия для того, чтобы понять, чего же вы на самом деле хотите. Масштабов в семье, то есть там большого какого-то имущества, увеличить жилплощадь, либо же увеличить семью, обзавестись семьей. Тоже хороший период для этого на самом-то деле. Поэтому здесь дерзайте. Либо же в работе, в карьере, в статусе вам захочется супер карьеру, и это очень хорошая история, которая будет гораздо продуктивнее с 11 марта. Но я не говорю о том, что нужно сидеть ждать 11 марта и вот эти 2 недели сейчас ничего не делать. Да? Вроде как, логично же, я подожду и 11 марта включусь, не буду ничего больше такого делать. Так если вы сейчас много всего сделаете, потом вы будете уже пожинать плоды. А так вы 11 марта только начнете. Понимаете логику? Вот. Такая история очень гармоничная у раков второй декады. Раки первой декады уже включился Нептун и Сатурн в знак Овна. Эта история уже не такая более воздушная, легкая по желанию. Здесь история уже приземленная, потому что и Нептун в Овне, и Сатурн в Овне уже нас таки не просто просят, а заставляют делать. Плюсом еще эти планеты делают квадратуру к Солнцу раков первой декады, поэтому здесь, дорогие, понимаете, работа, карьера, и будет рушиться, вот знаете, то, что давно уже себя изжило, можно это так сказать, то, что давно уже не работает так, как вам хочется, но вы упорно не хотите это видеть. Нептун в напряженном аспекте дает такой эффект разбившихся розовых очков, когда вот мы надеялись и верили, и вот здесь надежда вот так уходит, потому что рядом с ним стоит Сатурн и говорит про взрослость, про ответственность, про честность к самой себе. И здесь, когда мы делаем уже такие зрелые выводы. Ну и кармические узлы просят раков первой декады все-таки включиться на максимум, убрать иллюзии, включить такую взрослость, зрелость, ответственность и понимать, что нужно сейчас именно на аспектах Сатурна минимум март и, забегая вперед, апрель и даже май раком первой декады включить Сатурна. То есть здесь нужно таки активно, мощно двигаться вперед, пишем, составляем план, свои действия, которые я всегда говорю, только это нас как-то приземляет и дает нам стабильность. Мы понимаем, что нам сегодня нужно сделать. Поэтому раки первой декады, у вас будет история на этот март связана с обретением вашей финансовой стабильности, с реальным взглядом на вашу жизнь. Будут сыпаться отношения непрочные, будут какие-то ссоры, скандалы, интриги, либо захочется наоборот измен, чтобы вот как-то вот эту легкость прочувствовать. Но эта легкость будет такой мимолетный, эффект от нее будет слаб, не такой, который вы хотели. Поэтому здесь все-таки такой Сатурн будет давать приземление, чтобы у вас стало финансов больше, чтобы у вас была почва под ногами, чтобы у вас был фундамент, недвижимость и тому подобное. Включайте свою мудрость, включайте свою душу, включайте свои внутренние желания и начинайте их притворять в жизнь. Вот такая история будет у периода ретроградного Меркурия до 20 марта. Что еще в этом марте? 3 марта у нас полнолуние, либо лунное затмение, полнолуние в Деве. Заканчивается коридор затмений, очень эмоциональный период. Но опять же, я хочу сказать, что повлияет очень хорошо на раков. На вторую, на третью и на первую декаду очень хорошо повлияет это полнолуние, кармические узлы в гармоничных аспектах. Первая декада раков включится в свое развитие. Здесь еще и Марс
переходит 3 марта в знак рыбы. И это как раз-таки вот такое настроение, вдохновение, движение вперед, развитие. Здесь главное не делайте каких-то таких вот резких движений, вот которые я недавно говорила в начале видео, потому что захочется, ну, вот так резко взять все бросить, в измену уйти, резко бросить работу, чтобы вот как-то в жизни оно изменилось. Поймите, для того, чтобы обрести финансовую составляющую, зарабатывать больше денег, не обязательно уходить с этой работы, на которой вам реально хорошо платят, например, в никуда, для того, чтобы обрести какую-то легкость или еще денег больше. Постарайтесь параллельно еще какой-то проект взять, еще параллельно что-то придумывать, особенно если вы думаете развивать свое, например, какое-то хобби, дело. Начните его развивать, пока у вас есть стабильный заработок от другой работы. Это реально взрослое решение, хоть оно и такое непопулярное, не попсовое, потому что ж как, надо же все бросить для того, чтобы я был свободен, и вот потом уже как-нибудь я сделаю. Постарайтесь посмотреть на это по-другому. Раки второй декады, у вас отлично с этого полнолуния включается как раз уже Юпитер такой, классно с кармическими узлами, работает, он уже медленно, прям он уже останавливается, то есть это уже последняя неделя его с 3 по 11 марта, и он уже фактически встал на месте, понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому здесь может на эту недельку у вас остановиться какие-то вопросы, дела, связанные с Юпитером, особенно если это переезды, командировки, поездки, может там что-то остановиться, передвинуться. Не стоит здесь волноваться, гармоничный аспект все равно будет вот такая вот очень хорошая нотка настроения. Раки третьей декады у вас, могу сказать, что такой любовный флер 3 марта, вот такой аспект от Венеры, еще ретроградный Меркурий, они в соединении. Постарайтесь как-то приукрасить свой внешний вид, потому что Венера уже начинает сходиться в соединении с Нептуном и Сатурном. То есть это постарайтесь одеть тот самый костюм, который вы хотите, или тот самый наряд. Пересмотрите свой внешний вид, облик, подключите свои списки контактов, людей, с которыми вы можете договориться, как-то продвинуться в своей жизни, подключайте свои связи. То есть есть такое какое-то заблуждение, что вот я все сам хочу, все сама хочу. Если у вас есть потрясающие связи, контакты, которым вы можете позвонить и решить свои вопросы, либо же их ускорить, пользуйтесь этим. У многих людей в натальной карте есть указания именно на этот способ решать свои проблемы. Вот нет у кого-то решить свои проблемы или там зарабатывать деньги, вот построить какой-то большой концерн, бизнес такой мощный. У кого-то, например, через друзей, у кого-то через вторые половинки. И это нормальная такая история, понимаете? Поэтому здесь подключайте все свои лучшие стороны, качества, контакты, связи для того, чтобы настроить свою жизнь к лучшему. Хорошее время для знакомств, свиданий, общения с людьми, гуляний, романтика. Покупки хорошие, большие, мощные основания, основательные тоже в этот период с 3 марта включаются у раков третьей декады. Да, вообще хочу сказать, дорогие, что с 1 по 11 марта у нас на небе вот такая Венера соединяется, я уже сказала, да, отлично будет влиять на раков третьей декады, Венера в соединении с Сатурном и с Нептуном. Эта история очень хорошо работает именно с раками третьей декады сейчас. Прямое влияние ретроградного Меркурия, Венеры на вас, поэтому основные большие, мощные, интересные, приятные покупки делайте в этот период. А вот вы мне скажете, когда делать это раком, например, второй декады? У рака второй декады тоже в этот момент хорошие покупки с 3 уже по 11 марта. Ну вот если у вас даже там с 1 марта будут какие-то истории с покупками большими, мощными, основательными, тоже приобретайте. А вот у раков как раз-таки первой декады здесь моменты, связанные с покупками, с такими большими, мощными, основательными, они, конечно же, будут работать, особенно если вы что-то давно себе планировали, и вы это отложили, забыли, не хватало средств, эта история у раков первой декады будет работать как раз-таки во второй половине месяца, поэтому здесь планируйте, у вас все должно
получиться, хоть и не с таким, знаете, легким флером, как вот хотелось бы, вот так, понимаете, о чем я говорю, да? С 15 марта хорошая вот здесь история у раков первой декады, но не могу обещать, что это сложится как-то легко, просто, особенно если это какие-то, знаете, основательные покупки, там, недвижимость, да, или автомобиль приобретать. Не обещаю в легкости, с помощью кредита может получиться, да, но только если это основательно, это получится. Нацеленное на будущее, если вы понимаете, что вы можете себе это позволить, не просядете потом в долговую яму, здесь четко просчитайте, и должно у вас получиться, дорогие раки первой декады. Про покупки сказала. Следующее событие, основное такое на небе, у нас 11 марта разворачивается ретроградный Юпитер, разворачивается на абсолютно гармоничных аспектах. Здесь, пожалуй, даже аспект к Солнцу приятный. И до этого момента вообще, в принципе, раки, действуйте. Не могу вам сказать, что я и до этого говорила, что и в коридор затмений нужно сделать много, и мартовский вот этот период до 11 марта, это я сейчас всем ракам говорю, хорошая история там для каких-то таких больших, мощных вложений. Только единственное, у раков первой декады может не получиться сразу, но кирпичик вы уже вложите в эту историю, и потом она может просто на вторую половину марта переложиться и уже так основательно закрепиться. Все то, что вы хотели, там ваш статус, подписание договора, контракта и тому подобное. Поэтому здесь разворачивается на гармоничных аспектах. Юпитер будет влиять весь март и апрель на раков второй декады, и потом далее будет влиять уже на раков третьей декады. Поэтому здесь, дорогие раки второй декады, ловите максимум плюшек, ловите свои возможности, желания, действия, все, что вы хотели реализоваться. Вот такой будет середина марта, и, пожалуй, следующее событие у нас это 19 марта, новолунье, новолунье в рыбах. И да, вы спросите меня, что делать до этого периода. На самом деле очень хороший вопрос. Вот с 11 и до 19 марта, пожалуй, ракам нужно таки понимать, чего же строить план на эту весну. От меня гороскоп на 3 месяца, пока я его все-таки планирую, чтобы он был, да, чтобы спланировать на 3 месяца вперед. Правда, не знаю, в каких числах марта он выйдет. Но опять же, для раков вообще хорошо спланировать этот вот в марте, как раз-таки вот в середине, в весну, что же вы хотите сделать? Принять решение четкие. Меняете ли вы работу? Не меняете ли вы работу? Потому что у нас 19-20 марта такие мощные энергетические дни. 19 марта у нас новолуние в рыбах, начинается новый лунный цикл. 20 марта у нас астрономический Новый год, то есть Солнце, если смотреть по Гринвичу, это 14 часов 48 минут и 37 секунд. То есть и все, после этого у нас уже астрономический Новый год, и после этого момента у нас уже рождаются овны в этом году. Да? Поэтому здесь, конечно, понимаете, что это два таких мощных дня, весеннее равноденствие. И 20 буквально до марта, сразу после того, как Солнце поменяет знак, у нас заканчивается ретроградный Меркурий. Мощные дни, но эти дни будут просить от вас, дорогие раки, и первой, и второй, и третьей декады как раз-таки решения, выборов, действий, потому что у нас 19 марта Солнце в соединении с Луной, два ваших управителя в соединении с Нептуном и с Сатурном. То есть и здесь движение вперед, большие мощные покупки, сделки, новая работа, либо открытие какого-то бизнеса. У раков первой декады это будет такая история немножечко со страхами, но здесь, друзья, а как еще? Мы когда новую ступень в жизни берем, нам всегда страшно. Ну, нет такого бесстрашного человека, который делает всё так, оп, легко взял, все сделал, разрешил. Не бывает, всем страшно, волнительно, у каждого проявляется по-разному. Поэтому здесь, конечно, смотрите, плюс и минус несколько дней, 19-20 марта, захочется, конечно, больших резких движений. Опять же, будьте аккуратны, раки второй декады, потому что здесь есть момент
испорченной репутации. Венера из второй декады Овна находится в напряженном аспекте с Юпитером. И здесь есть момент испорченных репутаций, трат больших сумм денег на какие-то безделушки, которые вам будут не нужны. Не тратьте. Тратить на основательные вещи – хорошая история, которую вы понимаете, что это вклад ваш большой. Тратить на какие-то такие легкие моменты, чтобы кому-то что-то доказать – абсолютно не та история. У раков третьей декады на этот период тоже большие мощные движения осознания, чего же вы хотите. Двигаться вперед, роста, развития. Помечтайте, не знаю, напишите себе план четкий, начинайте это действовать, реализовывать для того, чтобы у вас были те деньги, которые вы хотите, для того, чтобы реализовывались цели, которые вы хотите. Сидеть на месте нельзя. Уран еще находится в последней декаде Тельца и всячески вам помогает. То есть вкладывайтесь новое в большие проекты, в мощные дела, ищите себе новую работу. И вот здесь, понимаете, в раке и первой, и второй, и третьей декады. Напряженные моменты будут у раков первой декады связаны со страхами, желанием нереализации, усталости, прежде всего, потому что аспект Сатурна, он хоть и дает такую ответственность, но все-таки это та ответственность, которую мы, если не привыкли к эмоциям Сатурна, мы устаем очень быстро, да, потому что это медленно, нудно, долго решаются любые бюрократические вопросы. Но опять же, если это сделка по приобретению недвижимости, это мы готовы терпеть эту тяжесть, да, эти сложности. Тем не менее, дышите, выдыхайте, если у вас какая-то сделка на конец марта, потому что эта история может продвинуться еще и до конца марта, поэтому здесь у вас есть такое окошко. По дням не могу сказать, что здесь в какой-то определенный день, конечно, у меня будут еще недельные гороскопы, вот там подробно рассказываю каждый день, что хорошо делать, как получается, и буду еще для каждого знака там быстро, коротенько рассказывать. А так вот, если сказать для раков первой декады, конец марта хорош, если вы берете большие цели, крупные цели. Да, страшно, да, волнительно, да, долго, занудно. А как еще? Устраивайтесь на новую работу, не обещаю, сразу в легкости. Придется повозиться, поискать, подоказывать свои компетенции. Ну а как? В отношениях тоже, если случится ссоры, скандалы по итогу этого марта, и оно все перейдет, передвинется на конец марта, то есть вы весь март терпели, и на конец марта переложили, разбирайтесь, будьте гибкими, будьте спокойными, давайте себе воздух, отдых. Здесь договариваться, вот ну никак, дорогие мои, понимаете, просто нужно это решить и уже переключиться на другие более важные, ценные для вас задачи, дела, планы, желания, хотелки ваши. Раки второй декады, будьте аккуратны, с 14 по 24 марта Венера в квадратуре с Юпитером, момент, когда хочется много в работе, в карьере сделать, и оно получится сделать, но здесь главное не перегните, потому что это аспект испорченной репутации также, черного пиара, поэтому не заиграйтесь в рекламу, понимаете, о чем я говорю, имейте вот эту грань. С тратами будьте попроще, если это траты на вашу компетенцию, смотрите, рациональны они или нет, или вы двигаетесь веянием моды, а мода сейчас немножечко извращенная. Так вот, с 14 по 24 марта захочется вот в какие-то такие моменты извращенной моды влезть. Будьте здесь аккуратны. С 24 марта, там, 25 распадается аспект, и вы по-другому уже будете на это смотреть. Поэтому, если вам говорят, быстро-быстро вкладывай свои деньги во что-то, подождите. Закончится аспект, вы сядете и спокойно подумайте, за почему была аритмия. Я же знаю, куда эти деньги мне нужно потратить. Третья декада раков. У вас большие мощные планы, все будет зависеть от ваших действий. Если вы их совершаете, то вы идете вперед. Если вы решите отдохнуть, ничего не делать, тогда ну, Уран выходит совсем уже скоро. Через месяц, в конце апреля, он выходит из знака Тельца. И вот этого нового веяния, вписаться в что-то в новое, настроиться на будущее, не будет этого аспекта. А сейчас он у вас с вами. И в конце марта он еще Уран в гармоничном аспекте с Сатурном, с Нептуном. Понимаете, о чем я говорю? И эта история движения вперед в новое, основательное, заработок денег, фундамент расширения своих границ, расширения своих возможностей и желаний. Вот такой гороскоп, дорогие мои раки. Я надеюсь, вы услышали то, что вам было нужно услышать. Убираем желание бездействовать на этот март. Он обещает быть потрясающим, если мы будем потрясающим. Но если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео в режиме свободного времени. Я на них отвечу. Ребята, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.